Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 9 ноября. Поговорим о церковном календаре, поговорим о народном календаре, а также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать. Обязательно просмотрите это видео до конца. Очень много важной информации для вас. Итак, друзья, 9 ноября Православная Церковь вспоминает и молится за преподобного Нестора, летописца, чернеца Киево-Печерской лавры, который считается автором знакового для нашей истории и для славянской культуры произведения, которое мы все знаем и которое звучит «Повесть временных лет». О жизни Нестора современным историкам известно, к сожалению, очень мало. Так, например, до наших дней не дошло имя этого монаха до момента прохождения обряда пострига, а также год его рождения и год его смерти. Известно, что Нестор жил во временной отрезок с 1056 года до 1114 года, также являясь монахом-чернецом Киево-Печерской лавры. Вел историческую летопись, в дальнейшем которая получила название «Повести временных лет». Знаете, «Повести временных лет» является наиболее ранней и максимально подробной летописью, которая дошла до нашего времени и доступна для изучения современным историкам. Стоит сказать, что именно на информации, которая есть в этой повести, составлялись многие более поздние русские летописи. В этой летописи охватывается огромный пласт истории, начиная с библейских времен и заканчивая периодом правления византийского императора Михаила III. Уникальность этой летописи «Повести временных лет» заключается в том, что все события, описанные в этой книге, имеют погодное датирование, а также анализируются автором, который делает их разбор, для того, чтобы они были более понятны для читателей. Повесть временных лет имеет важнейшее значение и для культуры, и для истории. При этом не только одного какого-то народа, но многих славянских народов. Так, например, эта книга наряду с чешской хроникой и деяниями князей или правителей польских считается фундаментальной литературой, оказавшая знаковое влияние на культуру славян. За свою работу по истории Руси и составлении повести временных лет Нестор Летописец канонизирован не только православной, но и католической церковью. А вот в народном календаре этот день назвали следующим образом. Итак, народный праздник назвали Зарок на Параскеву, День Нестора или Обетный день. Дело в том, что 9 ноября – это день преддверия народно-христианского торжества великомученицы Параскевы. Параскеву считали женской защитницей, поэтому именно женщины к ней обращались с просьбой помочь и заступиться за детей, родных и близких от разных бед и болезней. Но не просто так просили у великомученицы Параскевы помощи. Взамен давался обет о выполнении какой-то тяжелой работы, которую выполняли только молча и сосредоточенно. Так женщина могла пообещать пошить за день рубашку, только бы Параскева исполнила ее самое сокровенное желание. Но если же обет был нарушен, то за это человека ждало наказание. С ним переставали общаться окружающие в течение 40 дней. Пожилые женщины 9 ноября пекли пирожки в огромном количестве, при этом прося у великомученицы Параскевы сохранить их род в целостности. Ведь в те времена многие умирали от голода, холода или же во время работы. Часто это касалось именно мужчин, которые работали в кузнях, в конюшнях или в других опасных в тот период местах.
Эти пирожки надо было раздать всем проходящим мимо, а часть обязательно отнести в храм и нуждающимся. Считалось, что чем больше пирогов будет отдано людям, тем выше вероятность, что Параскевия услышит и поможет. Мужики же 9 ноября готовили сани, смазывали полозья, проверяли на крепость, чтобы впервые в этом сезоне выехать уже на них. Целители в этот день снимали даже самые страшные порчи. Для этого испорченного приводили к знахарю. Знахарь читал особенные магические слова, а потом отправлял в церковь, где читал человек у иконы следующие магические слова: «Великомученица Параскева, помоги, от черной силы освободи, тело мое замоли, душу мою избави. Аминь, аминь, аминь». Затем человек ставил свечку за свое здравие и далее читал молитву «Отче наш». И в течение дня никому ничего из дома ему выносить было нельзя. По народному поверью, если в доме кто-то был болен или человек несет в своих думах достойное желание, то нужно было принять зарок, то есть взять на себя дело и сосредоточенно в полном молчании его выполнить. Хозяйки отчесывали лен, выкатывали кудель, пряли и ткали плат. Родственницы приходили им помочь, ведь утром на Параскеву пятницу 10 ноября готовый плат несли святить уже в церковь. И если в доме случилось какое-то несчастье, ну, например, кто-то заболел, бедствие какое-то или еще какая-то беда случилась, то нам нужно было дать 9 ноября зарок, то бишь обет, и обязательно выполнить его. А утром, уже на следующий день, 10 ноября, нужно было идти в церковь и помолиться Прасковье. Святая обязательно считалось, что поможет и в жизни наступит обязательно светлая полоса. Но если не выполнить данную 9 ноября клятву, то считается, что человек призовет на себя беду. Поэтому все-таки, имея эти знания, обязательно 9 ноября будьте осторожны с обещаниями и клятвами. Ну, а вот творческим личностям 9 ноября, это актеры, певцы, нельзя принимать в дар цветы. В противном случае слава скоро угаснет. А вот доктор, который проводит в этот день операцию, должен обязательно надеть перчатку сначала на левую кисть, а потом на правую. Вы знаете, не будем это проверять, но все-таки вам рекомендуем воспользоваться этими советами наших предков. Давайте теперь немножечко уделим внимание народным приметам касательно погоды на 9 ноября. Итак, если сегодня, друзья, выпал снег, это к холодной и к снежной зиме. Гуси на лед вышли. Это был верный признак устойчивой погоды. Вороны каркать начали, не ждите ничего хорошего. Ласточки прилетели, зимний период будет теплым. Сколько на ночном небосводе звезд, сколько будет и теплых дней. Дождь пошел, значит, погода будет хорошей. А если 9 ноября пошел дождь или снег, то это говорит о том, что зима будет теплой. 9 ноября именины отмечают Андрей, Николай, Иван, Максим, Марк, Сергей, Капитолина, Афанасий и Степан. Если в вашем окружении есть люди с такими именами, обязательно поздравьте их с именинами. А вот людей, рожденных 9 ноября, по мнению наших предков, люди обладают писательским даром. Из достоинств людей, рожденных в этот день, это то, что такие люди умеют хорошо выражать собственные мысли, и им легко дается учеба. Правда, у таких людей есть недостатки. Дело в том, что люди, рожденные 9 ноября, имеют слабую усидчивость. Ну а в качестве талисмана людям, рожденным 9 ноября, подходит обсидиан. Этот камень защищает от дурных мыслей и деяний, снимает напряжение и помогает мыслить ясно и трезво. Также обсидиан оберегает от порчи и от сглаза.
Люди, которые используют его в качестве оберега, становятся сильнее духом и заряжаются жизненной силой и энергией. А вот сны, увиденные в ночь с 8 на 9 ноября, могут дать сиюминутную информацию. Сновидения должны продемонстрировать ваше текущее положение дел, поэтому к ним нужно присмотреться, особенно тем, кто не может определиться с выбором или оценкой ситуации. Давайте поговорим о том, что же можно делать 9 ноября по народным приметам. Итак, в этот день у наших предков принято было давать обеты, клятвы или обещания. Это может быть что угодно в жизни, например, выполнение работы в определенное время, ремонт, строительство, достижения какие-то или даже обещание избавиться от какой-то вредной привычки или исправить плохое поведение и так далее. У каждого, друзья, это свое. И вот выполнение этого обещания, считается, принесет процветание в жизнь человека. Также зарекались на скромные дела, когда кто-то заболевал дома или если дома были какие-то неприятности. Исполнение клятвы или зарога по поверью предотвратит несчастье. Также в этот день на икону Пресвятой Богородицы девушки плели общую пелену. Считалось, что она приносит в дом мир и радость. Такую ткань нужно было делать днем или ночью, чтобы утром принести в церковь для освящения. Также в этот день стоит выполнять данные в прошлом обещания, например, вернуть долг. Также обращаем ваше внимание, что сегодня очень важно обратить внимание и на следующее, что сегодня вам нужно также обратить внимание, что если вы желаете пойти на кладбище, вы также это можете сегодня сделать. Обращаем ваше внимание. Теперь давайте поговорим о том, что же нельзя делать в этот день, 9 ноября. Вы знаете, сегодняшний день, 9 ноября, в народном календаре, к сожалению, считается критическим и достаточно опасным, когда может произойти как ужасная беда, так и большая радость. А вот именно что произойдет здесь, зависит от поступков человека, которые совершены в этот день. Поэтому запрещается в этот день, 9 ноября, конфликтовать, обижаться, ссориться, сквернословить и негативно мыслить. Ссор нужно сегодня избегать, в противном случае можно разгневать святого, память которого чтут в эту дату. Также не нужно реагировать на какие-то язвительные замечания близких и родных вам людей. Еще одно главное табу этого дня – нельзя переедать. Старайтесь насытиться малыми порциями. Как мы ранее сказали, эту дату наши предки называли как Нестор или обеты. Поэтому 9 ноября люди давали обеты, а обеты, они же и обещания. Поэтому сегодня нужно выполнить определенную работу или следовать заповеди в течение нескольких недель, месяцев или даже года. А вот зажиточные люди давали обещание построить монастырь, поставить крест, купить иконы для церкви или дать денежные средства представителям духовенства на ее благоустройство. Также народ отправлялся в паломничество или уходил в храм, чтобы наложить на себя обет безбрачия. Также в эту дату нужно было ограничивать себя в пище. Например, нельзя сегодня употреблять алкоголь, сладкое, мясное. А вот представительницы слабого пола давали священный обет выткать за ночное время суток пелену для образа Пресвятой Богоматери. И это событие и называли зарок на Параскеву. Обратите на это внимание. Также обращаем ваше внимание, что женщинам, которые уже были замужем, но по какой-то причине в данный момент оказались одиноки, 9 ноября нельзя просить поскорее встретить вторую половинку. Так можно до конца жизни остаться в одиночестве. В праздник зарок на Параскеву вымаливать суженого разрешалось только молодым девушкам. Святая найдет самого достойного парня, который будет всей душой любить свою возлюбленную.
Нельзя было 9 ноября скандалить, иначе можно потратить много жизненных сил, что приведет к разным болезням. Поэтому нужно постараться держать эмоции под контролем и не реагировать, если услышали какие-то язвительные замечания окружающих людей. Также не рекомендуется в Зарок на Параскеву заниматься делами, которые могут навредить глазам. Согласно народной приметой, тот, кто ослушается, скоро и потеряет зрение. Также нельзя в этот день рисковать самому и подвергать риску окружающих людей. Сегодня рискованные действия могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Поэтому 9 ноября даже ради развлечения не стоит лезть в воду, а также превышать скорость во время езды на автомобиле или на мотоцикле. Также 9 ноября нельзя давать деньги в долг. Наши предки уже давно заметили, кто в Зарок на Параскеву дает в долг, никогда обратно этих денег не получает. Вот, друзья, у нас с вами такой день, 9 ноября. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся уже буквально в следующем видео.